Здорово, народ! Сегодня в этом видео я хочу сравнить 4 пары волейбольных кроссовок от компании Asics и Mizuno. Поехали! Сегодня на тесте у нас будут кроссовки от компании Asics Gel Beyond 5 и Gel Task MT 2. От компании Mizuno Wave Voltage и Wave Lightning Z5. Напишите, пожалуйста, ребята, в комментариях, в каких кроссовках сейчас вы играете в волейбол. А также немного распишите свой опыт использования данной модели. Вполне возможно, именно ваш опыт поспособствует покупке той или иной модели. Для тех, кто будет читать ваши комментарии. Большое спасибо хочется сказать интернет-магазину Мегаспорт за предоставленную возможность протестировать эти кроссовки. Ссылки на все модели из обзора, а также промокод на дополнительную скидку вы сможете найти в описании к этому видео. Также хочу обратить ваше внимание, что все кроссовки из данного теста существуют как в низкой, так и в высокой версии. И начать мне хотелось бы с кроссовок Gel Beyond 5 от компании Asics. Вес данных кроссовок составляет 322 грамма в размере 42. По поводу вентиляции этой и остальных моделей из обзора сразу хочу сказать, что абсолютно у всех у них вентиляция отличная. В данной модели присутствует 7 петель шнуровки, что способствует очень плотной фиксации вашего голеностопа внутри кроссовка. Но говорить о дополнительной защите вашего голеностопа от подворачивания я не могу. Единственное, что могу сказать, здесь очень плотный стакан. Особенно если сравнивать с большинством волейбольных кроссовок, которые в принципе можно свернуть трубочку, данная же модель не позволяет даже в принципе пальцами сдавить сам стакан. Все кроссовки из данного обзора я тестировал в двух залах. В тренажерном зале, где идеальное резиновое покрытие, и в нашем немного пыльном волейбольном зале. По поводу сцепления Gel Beyond могу сказать, что оно очень хорошее, но совсем немного уступает Gel Task. Также на ощупь, если сравнивать Beyond с Gel Task, заметно, что сама резина, подошва резины, здесь немного жестче. И вполне возможно в более пыльных залах разница в сцеплении между этими кроссовками была бы более значительна. Но однозначно могу сказать, что у Gel Task мне сцепление понравилось намного больше. Теперь по поводу амортизации. Думаю, из названия этих кроссовок понятно, что их основная фишка — это гель. Специальный гель размещен в области пятки, что создает приятную амортизацию, но не могу сказать, что какую-то сверхъестественную. Лично я, отбегав в большом количестве волейбольных и баскетбольных кроссовок, могу сказать, что амортизация здесь хорошая, но не вызывает абсолютно никакого вау-эффекта. Наверняка без возможности сравнить различные амортизации невозможно будет определить, какая именно вам подходит. Но в целом хотелось бы сказать, что данные кроссовки определенно подойдут ребятам, которым не хватало именно амортизации в пяточной области, так как в области носка в принципе никакой амортизации дополнительной я не почувствовал. То есть если после активных занятий волейболом у вас болит пятка, вполне возможно данные кроссовки помогут вам решить данную проблему. Единственное, что вам нужно будет учитывать, возможно проблема кроется не в кроссовках, в которых вы прыгаете, а в технике вашего прыжка и приземления. И вполне возможно, что даже кроссовки с дополнительной амортизацией в пятке вам не помогут. Поэтому вполне возможно, что вам необходимо бороться с причиной, а не со следствием. То есть научиться правильно приземляться, а не искать кроссовки, которые смогут избавить вас от боли в ногах. Ты все сказал, Саймон? Еще что-то есть? Ты привет всем передаешь? Ну все хорошо. Я всем обязательно передам. Далее у нас идут Gel Task MT 2 от компании Asics. Вес данных кроссовок составляет 346 грамм в размере 42. И первое, что мне хотелось бы сказать, это то, насколько плотно данные кроссовки сидят на вашей ноге. Само собой, все зависит от анатомии вашей стопы, но настолько плотную посадку я встречаю буквально второй или третий раз в жизни. В данной модели 7 петель для шнуровки и очень плотный стакан, что в целом дает небольшую защиту вашего голеностопа от подворачивания. В тасках, как и в биондах, используется гель. Единственное, по личным ощущениям хотелось бы сказать, что именно таски для меня были немножечко мягче. То есть если среди этих кроссовок выбирать, какие более мягкие именно были для меня, то я бы выбрал Task. Сцепление в чистом зале, конечно же, здесь на высоте, и в немного запыленном я также не заметил каких-то внезапных проскальзываний. Кому же лучше всего подойдут данные кроссовки? Как мне кажется, это идеальный выбор тех, у кого вес превышает 80 кг, либо нужна дополнительная амортизация. Теми же параметрами можно руководствоваться при выборе Gel Beyond. Единственное, что необходимо учитывать, данная модель легче на 20 грамм и имеет чуть более легкую посадку. Далее у нас идут кроссовки от компании Mizuno Wave Voltage, и при всем их грозном виде данная модель легче на 50 грамм, чем Gel Task. Само собой, данная модель рассчитана на очень прыгучих, легких и быстрых волейболистов. Сразу хотелось бы подробнее разобрать момент того, как устроены пятки в кроссовках от компании Mizuno. Повторюсь, данные кроссовки рассчитаны на максимально легких и быстрых игроков. Дело в том, что если вы внимательно присмотритесь к строению данной пятки, вы сможете заметить, что в них присутствуют резиновые вставки, которые, как показывает практика, со временем имеют свойство вылетать, что замечательно продемонстрировал Александр на одной из наших прошлых тренировок.
Данные кроссовки прослужили ему порядка 2 лет при его росте в 181 см и весе около 70 кг. Также не раз от подписчиков слышал, что вставки подобного типа вылетали из кроссовок примерно через полгода их использования. Что там выпало у кого-то? Это что вообще? Чей? А, так убрали бы. Именно поэтому я акцентирую внимание на том, что данные модели кроссовок рассчитаны на очень легких игроков. Да и в целом сама технология амортизации говорит о том, что данные кроссовки не рассчитаны на игроков с весом более 90 кг. У данной модели 8 петель шнуровки и последняя размещена очень глубоко. Но даже при использовании данной петли вы не получите какой-то дополнительной защиты голеностопа, так как стакан здесь очень мягкий, и в принципе, если вы захотите подвернуть свою ногу, она подвернется у вас без проблем, независимо от того, насколько петель вы зашнуруетесь. Для примера, у гельтаска здесь идет твердая конструкция, которую невозможно ни продавить пальцем, ни скрутить. Теперь по поводу сцепления. Если вы будете тренироваться в немного запыленном зале, то вполне возможно у вас будет периодически появляться определенные проскальзывания, и для того, чтобы этого не было, вам постоянно придется протирать своей рукой подошву этого кроссовка. К сожалению, возможности протестировать данную модель в советских залах у меня не было, поэтому если вы обладаете подобной моделью, то напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, как именно они себя ведут в пыльном зале. Ну и последняя модель Mizuno Wave Lightning Z5. В целом хочу сказать, что все, что только что я рассказывал о вольтажах, в принципе применимо и к данной модели. Здесь точно так же присутствуют вставки в пятки, очень мягкий стакан, действительно хорошая вентиляция и технология Wave. Ранее я уже делал обзор на Z5, поэтому кликнув по всплывашке в правом верхнем углу, вы можете его посмотреть. Итак, для кого же подойдут данные модели кроссовок? В первую очередь, как я уже говорил, быстрым, легким, прыгучим игрокам. И в целом, как мне кажется, если у вас есть возможность иметь в арсенале несколько пар кроссовок, то как вариант эти кроссовки можно использовать как игровые. Опять же, если вы соответствуете всем ранее названным критериям, если же ваш вес превышает 90 кг, то вполне возможно данную модель даже и не стоит рассматривать. Если бы мне пришлось выбирать между данными моделями кроссовок, то я скорее всего выбрал бы Z5. Выбирая между этими кроссовками Asics, я бы свой выбор остановил на Гельтаск NT2. И не забывайте, что эти, а также другие волейбольные кроссовки вы можете приобрести с хорошей скидкой в интернет-магазине Мегаспорт по моему промокоду, который вы найдете в описании к этому видео. Еще в описании к этому видео я оставлю ссылку на все предыдущие обзоры кроссовок, которые я делал на своем канале. Надеюсь, данное видео было для вас полезным. Если это действительно так, то не забывайте поставить лайк этому видео, написать в комментариях о том, в каких кроссовках вы сейчас играете в волейбол, подписаться на канал, если все еще не подписаны. Меня зовут Егор Пупынин. Всем удачи, пока.